Donkey Kong, пожалуй, лучший аутсайдер всех времен. Он нарушил все правила, потому что его создатель, ныне известный Сигеру Миямото, не знал с самого начала, с чего начать. Он не только положил начало карьере самого известного творческого ума в играх, но и положил начало жанру платформеры, прыжков и бега, как мы его знаем, и сделал Nintendo, возможно, самой узнаваемой компанией. 30 лет спустя Donkey Kong остается одной из самых узнаваемых икон игр. Большая часть его истории до сих пор покрыта тайной. Большинство описаний его развития трактуется так. Миямото был единственный мужчина в комнате, что его наброски, идеи и спрайты были воплощены в жизнь, либо с помощью магии, либо с помощью каких-то рабочих пчел, слишком незначительных, чтобы даже упоминать. Многие годы вопрос о том, кто разработал Donkey Kong, оставался без ответа, потому что его редко даже задавали. Еще до того, как кредитные списки стали обычной частью видеоигр, разработчики находили другие способы подписать свою работу, обычно в таблицах рекордов по умолчанию, но иногда сообщения или инициалы вставляли в саму ПЗУ. Иногда это единственные оставшиеся подсказки, которые помогут связать эти игры с их автором. Ikigami Co. Ltd, также известная как Ikigami Tsushiki, это инженерная фирма, работающая до сих пор и редко занимающаяся видеоиграми. Но еще в конце 70-х, начале 80-х она была одна из первых теневых разработчиков на японском рынке, таких порядков как знаменитый Тоси, которые разрабатывали игры незаметно, без кредита. Сигеру Миямото впервые пришел в Nintendo, быстрорастущий производитель игрушек. В 1977 году это казалось работой мечты для художника, инженера, только окончившего колледж, который присоединился к компании в надежде разработать игрушки. Но Nintendo только начала осваивать новую среду, расширять рынок видеоигр. С монетоприемником, и мечты Миямото были отложены. Президент Nintendo Хироси Ямаути поручил молодому дизайнеру создать корпус и рекламное оформление для его новой видеоигры шрифт Space Faded и Raid Scope. В отличие от предыдущих аркадных автоматов Nintendo, в основном электромеханических развлечений, эти аркадные автоматы были программируемыми видеоиграми с относительно передовым оборудованием, что стало важным шагом на пути конкуренции с такими как Taito, которые изменили облик аркад, выпустив космического захватчика. Шрифт и Rayoscope добились успеха в Японии благодаря привлекательной графике такси или умному игровому процессу, но конкуренты Nintendo, такие как Taito и Namco, добились успеха на американском рынке, и Nintendo хотела поучаствовать в этом действии. Ямаути поручил своему зятю Минору Аракава создать американскую базу операций. И их первым делом было вывести Rayoscope на рынок США. Поскольку Nintendo не могла произвести собственное оборудование Rayoscope, для удовлетворения спроса они были вынуждены заранее заказать устройство у Ikigami. Предвидя, что американцы встретят игру так же тепло, как ее встретили на родине в Японии, Nintendo заказала 3000 единиц у Ikigami и отправила их в американский центр распространения Nintendo в Вашингтоне. Увы, Rayoscope не стала хитом в Америке. Фактически было продано всего лишь 1000 единиц. На складе Nintendo осталось 2000 игровых автоматов с очень дорогим оборудованием. Последствия были потенциально разрушительными. Nintendo могли сдаться и столкнуться с финансовым крахом, либо разработать комплект для переоборудования, который превратил бы эти шкафы во что-то рыночное, а Аракава умолял своего тестя последовать последнему курсу. Nintendo, опираясь на опыт разработчиков игр, поручила Миямото руководить проектом. Миямото никогда раньше не разрабатывал игры, но он рисовал идеи для персонажей, даже когда работал над шкафами Nintendo. Ямаути заверил его, что отсутствие технических навыков не будет проблемой. Миямото просто давал направление команде Ikigami Tsushiki, и она развивала игру в соответствии с его идеями. Гунпэй Юкои, позже известный как отец Game Boy, будет направлять Миямото по техническим и дизайнерским вопросам. Это был не только первый настоящий игровой дизайн создателя Миямото, но и первый раз, когда кто-либо в Nintendo был так глубоко вовлечен в процесс разработки игры. Назначение неопытного дизайнера перед таким важным проектом может показаться рискованным шагом, но уникальная перспектива Миямото окажется его самым большим преимуществом. Миямото не подходил к игровому дизайну так, как другие, в то время как большинство игр в то время включали в себя сценарии боевиков, перестрелки, гонки, подводные лодки, межгалактические сражения. Миямото хотел, чтобы его игры были похожи на оживший комикс.
Даже представления об отдельных персонажах с индивидуальными личностями были довольно необычными в аркадных играх того времени. Но персонажи и сюжеты были фундаментальными для видения Миямото. Первоначально он надеялся создать игру, основанную на морячке Папайе и его вечной битве с Блуто за свою бедствующую девушку Олив Ойл. Nintendo не смогла получить лицензию, по крайней мере в то время. Поэтому дизайнер наложил классический любовный треугольник на тему Кинг-Конга. Пораженный любовью горилла сбегает на строительную площадку с самой красивой девушкой, которую он видит. И ее бойфренд-плотник должен пройти сквозь препятствия, чтобы ей помочь. Простая картинка, сценарий может рассказать всю историю сквозь шум, отвлекающие факторы оживленной аркады. Даже методы общения отражали комическую среду, которой он был вдохновлен. Как инди-дизайнер Соника, Хирокадзу Ясухида, он рисовал на бумаге сценарий, каждый из которых был причудливым снимком того, как будет выглядеть игра. Хотя прыжки не были новой механикой в играх, Миямото представлял себе персонажа, который должен будет перепрыгивать через препятствия на движущихся платформах и через промежутки как никогда раньше. Действия были простые, веселыми, забавными и идеально подходили беззаботному тону игры. В игре, созданной двумя компаниями, нет необходимости в словах. Решение показать гигантскую обезьяну, сбирающуюся на эшафоты зданий, показать паулину, кричащую о помощи, и показать побег гориллы в конце уровня было смелым в то время. Обычно эти вещи были бы скрыты, но Миямото хотел убедиться, что всю историю, какой бы простой она ни была, можно было рассказать на экране таким образом, чтобы игроки могли мгновенно уловить ее. Это также позволило создать инновационный многоэтажный дизайн, который мог похвастаться 4 очень характерными экранными действиями с уникальными задачами, не путающими цели. Паулина все еще была в верхней части экрана, взывая на помощь, и цель Марио была ясна. Это желание увидеть новый уровень, а не просто повторить одно и то же действие снова и снова. Будет мотивировать игроков, особенно тех, которые имеют больше причин вкладывать четвертаки, чего никогда не могла похвастаться ни одна игра, которой была основная цель – это повышать рекорд. Ямаути сразу понял, что игра Миямото может спасти тонущую американскую Nintendo. Он попросил дизайнера дать игре название, понятное американцам. Конечно, Миямото очень плохо знал английский, поэтому, когда он попытался найти слово, которое точно охарактеризовало бы его обезьян, он придумал несколько озадачивающее название – Donkey Kong. Это не имело значения, игра появилась как раз вовремя, чтобы спасти американское подразделение Nintendo. Ситуация была настолько ужасна, что владелец компании, Марио Сигала, приходил и требовал просрочку арендной платы, причитающейся ему. Аракава подумал, что усатый хозяин немного похож на героя игры Миямото, поэтому Джампмен был переименован в Марио в его честь. В то время как Donkey Kong готовился к запуску, американское подразделение Nintendo балансировало на грани. Ресурсы были настолько ограничены, что 3 сотрудникам Nintendo American пришлось самостоятельно преобразовать 2000 радарных прицелов в Donkey Kong. Но как только эти юниты начали прокладывать себе путь в затемненные коридоры игровых автоматов по всей стране, единственной проблемой Nintendo стало то, где взять еще. Эта проблема была не такой простой, как кажется. Икигами Цушики произвела первоначальную партию плат, как и для Raid Scope, но Donkey Kong стал огромным хитом, и Nintendo требовалось больше. Спрос Америки был настолько высок, что Америка начала производить новые устройства на складе Nintendo of America. Но на самом деле Nintendo не владела правами на производство Donkey Kong. Хотя Хигара по-прежнему была продукцией Nintendo, и все персонажи, имя, бренд принадлежали ей, контракт на разработку давал Икигами. Эксклюзивные права на производство и продажу плат Nintendo по цене 70 тысяч йен за каждую. После первоначального заказа 8 тысяч единиц Nintendo перестала покупать платы у Икигами. Хотя в контракте не было ясности в отношении финансовых авторских прав на производственный код, все еще новая территория для закона Икигами была названа единственным поставщиком плат Donkey Kong. Nintendo так не считала. Вскоре Nintendo произвела 80 тысяч дополнительных устройств без участия Икигами. Тем самым Nintendo сожгла мосты между двумя компаниями, которая разработала свой самый большой успех и открылась для ожесточенных судебных
тяжб, которая затянулась почти на десятилетие. Это также привело к тому, что Nintendo осталась без команды разработчиков, которая могла бы продолжить свой успех. Nintendo хотела сиквел, но Икигами с ними покончили. Вскоре после этого Икигами анонимно приступили к разработке инновационных шлягеров Xenox и Congo Bongo для Sega, что способствовало росту одной из главных соперников Nintendo. Икигами явно были чрезвычайно талантливой командой, но ее условия были слишком жесткими для нужд Nintendo, и ей нужно было найти нового партнера. Nintendo наняла другого подрядчика под названием Iwasaki Engineering для разработки и рейнджеринга Donkey Kong, чтобы Nintendo могла добавить новую графику, этапы и механику для сиквела. На этот раз суть соглашения было ясно обеим сторонам с самого начала, и это оказалось долгим и плодотворным партнерством. Когда Nintendo начала свои внутренние исследования и разработки, многие члены Iwasaki пополнили ее ряды. Вскоре Nintendo самостоятельно разработала популярные игры. Сигера Миямото был полон новых идей еще до того, как закончил оригинальный Donkey Kong, и его продолжение появилось само собой. Он хотел показать, что одноименный антагонист был более сложным, чем просто большая злая обезьяна. Поэтому он подумал о том, чтобы рассказать историю с точки зрения Конга. Конечно, Donkey Kong был еще слишком велик, чтобы быть игровым персонажем, и поэтому Миямото сделал его отцом, представив нового героя, Джуниора, который должен спасти своего отца от мстительного Марио. Лестницы уступили место лозам и цепям, а бочки заменили мерзкие щелкунчики и птицы. Donkey Kong Jr. был умен для сиквела, выпущенного вскоре после оригинала, с узорами мало похожим на его предшественника. В 1982 году большое количество движущихся спрайтов были совершенно ослепительными, а механика лазания и движения предлагала нечто свежее от оригинала. И снова 4 уникальных этапов сохранили разнообразие игрового процесса, и игроки погружались в квартал за кварталом, чтобы попытаться пройти намного дольше. Но несмотря на все очень оригинальные идеи, Donkey Kong Jr. все еще был построен на коде, реконструированном из оригинальной игры. Код, который был центром спора об авторских правах. В 1983 году Игами Цушики подал иск на нарушение авторских прав на сумму 580 миллионов йен в отношении Donkey Kong и его продолжения. Юридическая битва затянулась на долгие годы. После того, как Игами ушел с бизнеса игр, в 1990 году суд постановил, что Nintendo не имеет права на код Donkey Kong, и обе компании урегулировали спор в несудебном порядке о выплате нераскрытой суммы. Поскольку дело улажено и Икигами ушел из игрового рынка, мало что говорит об анонимном сотрудничестве Миямото и той ролью, которую он сыграл в одной из самых важных игр.